Привет, дорогие друзья! Я очень рад нашей новой встрече и спасибо вам огромное за ваш интерес. Сегодня у нас очень интересный самолет. Это французский истребитель многоцелевой поколения 4++, Dassault Rafale M. А модель мы будем собирать фирмы Hobby Boss. С чем у нас ассоциируется Франция? Париж, мода, вино, сыры, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес. Ну и, конечно, Михаил Сергеевич Боярский, куда же без него. Бенджамин, Луи, Жерми, Симон, Серж. Но согласитесь, как-то не сразу приходит в голову то, что Франция — это еще и передовая страна по части высоких технологий. Между тем именно французы изобрели, например, скоростные поезда и внедрили их еще полвека назад. Или пассажирский сверхзвуковой «Конкорд», который выпускался серийно, да, в сотрудничестве с Великобританией и да, параллельно с СССР, с самолетом Ту-144, но тем не менее больше этого не делал никто в мире. Кто из нас не летал на самолетах Airbus, лучших пассажирских лайнерах современности? И да, именно Airbus, а не Airbus, потому что хоть компания и считается всеевропейской, но это на самом деле французская компания с регистрацией во Франции, со штаб-квартирой во Франции. И именно во Франции расположены практически все ее испытательные базы и производственные мощности. Собственно, Франция стояла у истоков авиации вообще. Да даже терминологию, если взять, кессон, элерон, фюзеляж, все это французские слова. Первые военно-воздушные силы в мире тоже появились во Франции еще в 1909 году. И 3 года спустя военно-воздушный флот Российской империи состоял, естественно, из французских аэропланов. Во время Первой мировой войны авиапром Франции состоял из около 20 небольших фирм, которые, тем не менее, в сумме выпускали больше 10 тысяч аэропланов ежегодно. Потом, как известно, была Вторая мировая война и оккупация, но после Второй мировой войны авиапром Франции чувствовал себя прекрасно. Почему? Во-первых, Франция избежала ковровых бомбардировок и сохранила практически всю промышленность. А во-вторых, несмотря на то, что вся эта промышленность прекрасно работала на Люфтваффе во время Второй мировой войны, Франция очень вовремя примкнула к странам-победителям. И, соответственно, никаких санкций, никаких, собственно, запретов на разработку новой боевой техники. Поэтому, пока соревнование шло в основном уже между СССР и США за первенство по части технологий, по части объемов выпуска в послевоенное время и в разгар холодной войны, Франция продолжала спокойно разрабатывать и выпускать боевую технику и для своих нужд, и на экспорт. И здесь, конечно, произошел настоящий расцвет фирмы Марселя Dassault. Человека с очень непростой судьбой, потому что он был евреем, его настоящее имя Марсель Блох, и во время войны он отказался сотрудничать с нацистами и был этапирован в Бухенвальд, где провел 3 страшных года. И по возвращении во Францию, только после победы, он уже разрабатывает сразу несколько очень удачных моделей. Сначала это был МД-450 «Ураган» с прямым крылом, потом Мистер-2 со стреловидным крылом и, наконец, сверхзвуковой Мистер-4. Все эти самолеты выпускались сотнями и поставлялись на экспорт, например, в Индию и в Израиль. Кстати, очень любопытный факт. Известно, что у нас отцом фразы «красиво летают только красивые самолеты» считается, конечно, Андрей Николаевич Туполев. А во Франции автором этой фразы, вот слово в слово этой, считают именно Марселя Dassault. Интересно, как оно было на самом деле. Так вот, конечно, славу фирме Dassault принесли «Миражи». Абсолютно разнообразные, производившиеся десятками вариантов, сотнями модификаций и тысячами экземпляров. Первым в серию пошел Мираж-3. Мираж-1 и 2, по сути, были экспериментальные самолеты. Сначала это были чистые истребители-перехватчики Мираж-3C, потом к ним добавились многоцелевые самолеты Мираж-3E, которые могли уже использовать и бомбы, причем даже ядерные. Не будем забывать, что Франция — это ядерная держава. Ну, до применения ядерного оружия, слава богу, у Франции не дошло, а повоевать Мираж-3 успел очень-очень много. Это и индо-пакистанские различные конфликты, и весь Ближний Восток. И на самом деле есть только один самолет в конце, во второй половине, скажем так, 20 века, который повоевал столько же. Это советский МиГ-21. И Мираж-3 был такой же практически массовый самолет, он тоже выпускался огромными количествами, поставлялся в 20 стран и даже производился по лицензии в Австралии. Дальше
был Мираж-4. Это вообще уже другой самолет, несмотря на разницу всего в одну цифру. Это самолет, который в 3 раза тяжелее. Это бомбардировщик, атомный бомбардировщик, который по размеру был примерно как наш Су-24. И его предназначением были ядерные удары по территории СССР и странам Варшавского договора. До этого тоже, слава богу, не дошло. Потом был Мираж-5. Это опять однодвигательный легкий самолет, созданный по заказу Израиля. И это была модернизация, по сути, Миража-3 в сторону увеличения ударных возможностей. То есть больше запас топлива, проще для того, чтобы удешевить конструкцию, состав оборудования, увеличено количество точек подвески. Но получилось так, что Израиль эти самолеты так и не увидел, потому что Франция ввела эмбарго в ходе 6-дневной войны против Израиля. И в итоге прям первая партия практически в полной уже готовности так и осталась во Франции. Израильтяне, недолго думая, задействовали свою знаменитую разведку Моссад и выкрали, по сути, у Dassault всю документацию. То есть у них получился таким образом самолет Нэшер, это полная пиратская копия Миража-5, но не только он. Был еще и самолет Кфир, это такая доморощенная модернизация Миража-5 с использованием американского более мощного двигателя и израильского оборудования. Но такого кондового, в хорошем смысле, ударного самолета из Миража-5 все-таки не получилось. Слишком он был дороговат, однодвигательный был, и плюс треугольное крыло — это не лучшее решение для, собственно, ударных функций и для большой живучести. Поэтому, собственно, ВВС Франции заказали новый самолет, причем не у фирмы Dassault, а у свежесозданного консорциума Сипекат франко-британского, где Францию представляла фирма Breguet. И получился таким образом самолет Jaguar, который зарекомендовал себя как хорошая, очень надежная и эффективная машина. И, кстати говоря, фирма Breguet позже вошла в состав Dassault. Компания даже одно время называлась Dassault Breguet. Но вернемся к истребителям. После Миража 3 и Миража 5 был Мираж F1. И это уже самолет с нормальной аэродинамической схемой. Но уже в следующем поколении Мираж 2000, это 4-го поколения истребитель, компания Dassault опять вернулась к своему излюбленному треугольному крылу. Причем маневренность по сравнению с Миражом 3 и Миражом 5 выросла кардинально. Самолет был статически неустойчивым и с новой электродистанционной системой управления и с новой механизацией. И в итоге в 80-х годах у Франции одновременно служили и разные поколения Миражей, и Ягуары. И все это в ВВС, в принципе, не таких больших по численности. А ведь есть еще и флот, а там есть и палубная авиация, и там еще 4 других абсолютно типа самолетов. Это штурмовики и ударные самолеты Dassault Super Étendard и Dassault Étendard. Это противолодочные самолеты Breguet Alizé. И это палубные истребители-перехватчики американские F-8E Crusader. То есть это полный перебор по части количества типов для такой страны, как Франция. Особенно учитывая то, что авианосный флот даже в лучшие времена состоял из 2 кораблей, а сейчас у Франции авианосец, как, кстати, и у России, всего 1. Так вот, наш сегодняшний герой Dassault Rafale был задуман именно как экономический прорыв по части снижения расходов на содержание военно-воздушных сил и авиации флота. Потому что он один должен был заменить, по сути, все типы самолетов на тот момент существовавших. И экономический эффект должен был быть еще больше, потому что изначально проект был всеевропейский. И должен был быть самолет, который совместно разрабатывала Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, естественно. И это должен был быть самолет единый. Но сотрудничество это тут же практически уперлось в стену в виде 2 требований Франции. Первое требование – это использование французских двигателей компании Snecma. Соответственно, другие все страны предпочитали более мощные британские двигатели. Второй камень преткновения – это требование Франции к авианосному базированию. Никому другому, собственно, не была нужна палубная версия. Французы хотели сразу иметь 2 самолета, соответственно, с минимальной разницей между сухопутной и палубной версией. Поэтому такого сотрудничества не случилось, и Франция создала свой проект Rafale, а европейские страны остальные получили проект Eurofighter Typhoon.
В итоге Eurofighter действительно немного превосходит Рафаль по части скорости, это 2 маха вместо 1,8, и по высотности. Но по каким-то параметрам Рафаль выигрышнее. Например, если мы берем боевую нагрузку. Это вообще уникальный самолет по части боевой нагрузки, потому что она составляет 9,5 тонн, при собственной массе самолета 10 тонн. Да? Тайфун весит сам на тонну больше, а поднимает на полтонны меньше. Точек подвески у Рафаля 14, у Еврофайтера 13. Заметность гораздо ниже у Рафаля, потому что, видите, даже на модели есть вот пилообразные кромочки, есть, собственно, S-образные каналы воздухозаборников, чего этого на Еврофайтере нет. На снижении заметности, конечно, работает и большое применение композитных материалов, и вот это вот прекрасное золотистое, такое золотисто-дымчатое покрытие фонаря, которое мы тоже будем делать в модели. Все это действительно обеспечивает очень хорошую, ну, конечно, не стелсовость, да, но хорошую очень характеристику по части малой заметности. Что касается маневренных возможностей, то тут, по сути дела, паритет. Да, тяговооруженность немножко больше у Еврофайтера, но в каких-то маневрах гораздо опасней, более легкий Рафаль. Что мне вообще в Рафале нравится, это такое сочетание каких-то вещей очень продвинутых с какими-то вещами совершенно прагматичными и очень даже простыми. Продвинутость — это боевая эффективность, да, и здесь это роскошный бортовой комплекс. Вот в нынешних версиях Рафаля это антенна с активной фазированной решеткой радиолокатора, это прекрасный бортовой комплекс обороны, системы связи, системы разведки, какие угодно контейнеры, передовое совершенно вооружение, все это есть. А разумная достаточность — это то, что напрямую влияет на цену. И здесь несколько примеров, да, ну, например, воздухозаборники, обычные, нерегулируемые, самые, можно сказать, дешевые. Несмотря на это, кстати, Рафаль может достигать сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Да, с минимальной нагрузкой, но все равно 1,4 маха без форсажа самолет может развивать. Второй пример — это крыло, которое, по сути, ничем не отличается у сухопутной версии и у палубной. У палубных, как известно, часто делают складное крыло. Здесь от этого сознательно отказались. Ну и, по сути, самолет достаточно компактный, и так его достаточно легко хранить. Нету отдельного воздушного тормоза, да, торможение обеспечивается за счет позиционирования других органов управления. Соответственно, действительно, вообще отличий, кстати, между палубной версией и сухопутной очень мало. И внешне самое главное из них — это, конечно, удлиненная такая массивная носовая стойка шасси, да, поэтому, собственно, у всех палубных Рафалей вот так вот гордо приподняты носы. Рафаль — это чисто французский самолет, то есть все его элементы разработаны и делаются во Франции. Это дает Франции, конечно, большую свободу даже от Евросоюза при ведении, например, какой-то экспортной деятельности. Еще очень интересно, что двигатели Snecma M88-2 являются дальними родственниками двигателей гражданского самолета Сухой Суперджет, потому что Snecma разрабатывает горячую часть двигателя для этого самолета, и сделана она как раз на основе наработок и точно из того же материала, который был в свое время разработан для двигателей Рафаля. При этом Рафаль, будучи французским самолетом, полностью интегрирован в стандарты НАТО. Например, безо всяких доработок, безо всяких переделок можно подвесить под самолет натовское вооружение, американское вооружение, да, и воздух-воздух, и воздух-земля. Потом палубную версию, например, можно вообще безо всяких доработок эксплуатировать с американских авианосцев. Все это по умолчанию сразу же совместимо. Первый полет самолет-демонстратор Рафаль А совершил в июле 1986 года, на месяц, кстати, раньше, чем демонстратор Еврофайтера. И тогда это был самолет, который сильно довольно отличался по планеру от того, что мы знаем сегодня как Рафаль. И на первом прототипе двигатели еще стояли американские, свои были попросту не готовы. Ну и потом постепенно уже начали поступать в военно-воздушные силы версии Рафаль С, это одноместный вариант, и Рафаль Б двухместный. И в конце 2000 года в военно-морские силы поступил первый палубный Рафаль М. Бортовое оборудование раскрывало свой потенциал постепенно. На первой версии стандарта F1, то есть Франция 1,
стоял радар с пассивной решеткой, он еще не работал практически по земле, не было дальнобойных ракет воздух-воздух, не было бортового комплекса обороны, не было каких-то систем разведки, то есть, по сути, самолет был такой, как бы такой пробный шаг в будущее. Да? Но дальше достаточно быстро пошла разработка модернизационных вариантов F2 и F3, и там уже появился и полный бортовой комплекс с разведкой, с различными контейнерами, с новейшим вооружением, включая, например, малозаметные крылатые ракеты Apache, которые мы будем, кстати, вешать под модель вместе с различными подвесными топливными баками, с ракетами МИКа, которые есть в двух вариантах, с активной радиолокационной головкой наведения и тепловой. То есть полный набор вооружения сейчас у Рафаля применяется. И на самом деле вот многофункциональности, заложенной в этот проект, самолет достиг практически недавно. Кстати, в этом году должна начаться модернизация всех выпущенных машин в следующий уже вариант F4, где будет еще более продвинутая версия радара, где появится совсем навороченная нашлемная система целеуказания и отображение информации на шлеме летчика. То есть модернизация продолжается, и Рафали будут еще очень и очень долго оставаться основой и военно-воздушных сил, и палубной авиации Франции. Самолет действительно получился очень интересный, очень перспективный, но, как ни странно, он чуть не стал огромным провалом по части экспорта. И не только потому, и даже не столько потому, что самолет все-таки оказался очень дорогим, и потому что самолет как бы не сразу достигал заявленные какие-то характеристики, да, постепенно на них выходил. Здесь главной причиной скорее был такой негибкий подход Франции к экспортным операциям. То есть, например, никто не предлагал передачи технологий. А это очень важно для таких рынков, как Индия, например. Да? Локализации производства тоже нет ни в коем случае. Никто не предлагал какие-то сходные по цене варианты, например, продажа истребителей из наличия. И Рафаль, как правило, выходил в финал конкурса, но потом по цене и по условиям просто стороны не договаривались, и были контракты проиграны очень многие. Но потом все-таки дело пошло, все-таки французы поняли, что надо быть более гибкими, и сегодня Рафали уже служат в ВВС Египта, был первым иностранным заказчиком, Катара, Индии и Греции, и на подходе еще несколько новых контрактов. То есть экспортное дело пошло, а когда-то правительство Франции заявляло, что все, вот мы выпускаем то, что заказано для ВВС Франции, и дальше снимаем самолет с производства. Можно представить, насколько космическими были бы на самом деле затраты в этом случае на этот самолет. А сейчас он выпускается серийно, продолжает обновляться для своих военно-воздушных сил и выпускаться на экспорт. Рафаль называют последним истребителем, созданным одной страной без кооперации. Естественно, с поправкой на то, что речь идет не о США, не о России и не о Китае, потому что там уже создаются самолеты пятого поколения, и эти страны делают их в одиночку. Но действительно, следующий европейский самолет будет опять всеевропейский, и уже работы по нему начались. Это самолет шестого поколения, который будет на самом деле системой пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Самолет этот пока известен под аббревиатурой AFCAS, и поступать он на вооружение должен, начиная с 2040 года. Когда я думал, какой вариант Рафаля мне собрать, конечно, хотелось поначалу сделать знаменитый Рафаль С эскадрильи Нормандия-Неман с красной звездой, с надписями на русском языке и раскрашенной в цвета тех самых яков, на которых летали прославленные французские асы на Восточном фронте. Очень здорово и очень трогательно, что французы так трепетно относятся к памяти о наших общих победах.
Но в итоге я решил все-таки делать палубную версию с вот такой вот большой носовой стойкой, которая, конечно, нужна для того, чтобы обеспечить самолету нужный угол тангажа и угол атаки при исходе с палубы. Да? И мне хотелось сделать именно такой обычный строевой самолет, который просто служит во флоте. И это представитель 12-й эскадрильи, которая была первой, кто принял Рафаль на вооружение, и, собственно, первой, которая обеспечила его боевое применение. Так что самолет у нас Рафаль М, версия F3, современная, бортовой номер 2, 12-я эскадрилья, военно-морские силы Франции. Поехали! С моделью фирмы Hobby Boss я сталкиваюсь в первый раз, и не случайно я выбрал именно эту модель Рафаля М, хотя есть и другие, от Rebel и от Италери, но там, судя по отзывам, очень дурацкая внешняя расшивка, и она абсолютно не детальная, а здесь с этим все здорово. Инструкция тоже очень приятное впечатление оставила, особенно подвески вооружения очень хорошо даны, сразу видно, что и куда можно вешать. Упаковано все очень тщательно, все детальки отдельно запакованы, прозрачные детали очень здорово тоже запакованы, и декали тоже вот в пластике. Ну и такого я никогда не видел, это чтобы так прям приклеены практически к коробке были две половинки фюзеляжа и крыла. Расшивка, обратите внимание, очень красивая, и да, есть небольшой облой, но стыкуемость обещает быть хорошей, нужно будет только все подзачистить. Начинаем, конечно, с кабины. Она у Рафаля радикально черного цвета, весь интерьер. И дальше декалями изображаем приборные доски. Декали нужно прям строго-строго под размер подрезать, потому что подложки многовато. Боковые панели, там очень много рельефа, поэтому лучше сразу используйте Markfit Strong. Сама декаль очень так серебрится, поэтому советую ее потом в конце приглушить немножко матовым лаком. Собираем сиденье, тоже очень достаточно детально оно дано, самодельно делаем только держку катапульты, вот эту вот желто-черненькую, и получается, в принципе, достаточно симпатичная кабина, но прежде чем ее закрыть, немного доработаем ее методом сухой кисти. Я буду делать это, честно говоря, первый раз. Делается так. Берем кисть, вымачиваем в краске и потом практически насухо вытирая, таким образом, чтобы только на каких-то перегибах и только на серьезном рельефе кисть оставляла небольшие следы краски. Она ни в коем случае не должна мазать. И вот такими вот движениями выделяем фактически этот рельеф. У нас получается гораздо более реалистичный вид всей кабины. Дальше занимаемся сборкой. Вот собираем сопла. Из множества деталей собираем массивную вот эту вот носовую удлиненную на Рафале М стойку шасси. И здесь, конечно, поскольку пластик достаточно твердый, обработка не такая уж простая, но придется помучиться для того, чтобы у нас получилась вот такая красивая массивная стоечка. Дальше аналогичным образом собираем более значительно миниатюрненькие стойки шасси основные и все это устанавливаем в планер. Теперь, прежде чем соединить верхнюю половинку и нижнюю, еще один момент. В инструкции рекомендуется установить переднее горизонтальное оперение вот так вот, не вклеивая его, чтобы оно могло свободно ходить. Мне такой вариант не очень понравился, потому что, во-первых, щели получаются большие, во-вторых, как-то жиденько оно так крепится, поэтому я решил его потом просто позже вклеить. Дальше убираем многочисленные следы толкателей и, наконец-то, соединяем две половинки, верхнюю и нижнюю. Дальше у нас идут воздухозаборники, и здесь тоже очень много следов толкателей. Кто как делает, кто-то их шпаклюет, я предпочитаю их вот так вот счищать сначала острым ножом, потом мы берем наждачную бумагу, сначала грубую, потом все более мелкую, приводим это все в божеский вид и приступаем к фонарю. И хочется отметить два момента. Во-первых, прозрачность на высоте, это здорово. А во-вторых, вся вот эта вот химия нам понадобится для того, чтобы привести фонарь в божеский вид. Во-первых, есть небольшая потертость, несмотря на отдельную упаковку, ее мы заполируем. А во-вторых, вот эти вот окановские лаки водорастворимые нам очень помогут изобразить различные цвета. На ИЛС у нас будет зеленоватый оттенок, на самом стекле фонаря у нас будет такой вот золотисто-дымчатый оттенок, который и как раз изображает вот это покрытие радиопоглощающее на фонаре. Мне кажется, что получилось очень здорово. Конечно, такой красивый фонарь хочется хорошо и надежно замаскировать. Готовых масок на Рафаль я не нашел, будем делать сами. Нарезаем вот так вот малярный скотч,
тоненькими полосочками, примерно по миллиметру, и накладываем по периметру тех участков, которые нужно замаскировать. Полосочки, поскольку тоненькие, они принимают форму нужную достаточно легко. Вот такая у нас штука получается. Дальше берем зубочистку и аккуратненько прижимаем эти полосочки к фонарю для того, чтобы не было никаких поддувов краски. А дальше берем Quick Mask, вот такую специальную жидкость, которой заполняем промежутки между вот этими линиями малярного скотча. И у нас получается, что за ровные края у нас отвечает малярный скотч, а за точное заполнение, гарантированное всех участков, отвечает жидкий скотч. Дальше собираем вооружение, колеса, все остальное, все шпаклюем, все зачищаем и готовим все к грунтовке. Первый слой наносим грунта. Если видим какие-то косяки, то устраняем их, наносим второй слой грунта, если необходимо, и приступаем к покраске. Сопла красим металликом от мистера Хобби, который называется «Жженый металл». Очень удачный цвет, мне кажется, я его практически везде использую для сопел. Резину красим, соответственно, краской «Новая резина». И дальше приступаем к пришейдингу. Честно говоря, пришейдинг я тоже делаю первый раз в жизни, поэтому пардон за не очень ровные линии, но я думаю, что смысл ясен. Выделить какие-то стыки панелей, какие-то места, которые хочется выделить, заведомо более темным цветом, с тем, чтобы потом основным цветом, естественно, практически полностью приглушив вот эту резкость перехода, обозначить, тем не менее, ее на готовой модели. Вот берем все какие-то крупные достаточно линии расшивки, выделяем, лючки всякие вот так вот выделяем. И на самом деле вид модель приобретает немножечко устрашающий, но это не должно пугать, потому что, собственно, никакого риска нет. Мы потом все равно сможем основным цветом всю эту яркость погасить. Самое главное, не наваливать краски много, потому что, во-первых, не будет видна расшивка, во-вторых, останется меньше права на ошибку. Дальше мы берем основной цвет, это акановский светлый серо-голубой, Gris Bleu Clair по-французски, специально для французской боевой авиации, и разбавляем его, естественно, только оригинальными разбавителями, сколько было красок запорото из-за того, что хотелось использовать какие-то остатки другого растворителя и так далее. Разбавляем достаточно сильно для того, чтобы иметь возможность сделать много слоев. Я разбавлял примерно 1 к 3, 1 к 4 на глаз, но вот таким покрытием в несколько таких легких слоев мы добиваемся оптимального, на наш взгляд, просвечивания, скажем так, вот этого пришейдинга через основной цвет. Делайте так, как вам хочется, как вам кажется правильным. Избегайте, естественно, крайностей, когда видно слишком сильно расшивку или, наоборот, она вся наглухо закрыта. Вот получается вот так. Вы видите, еле-еле она проступает, но все-таки заметно, что она есть. Следующий шаг – это, естественно, покрытие глянцевым лаком для того, чтобы можно было наносить декали. Тоже очень много вижу ошибок, когда пытаются на матовую поверхность накладывать декали. Сам я, естественно, такие же ошибки делал, и потом это исправить уже невозможно. А на глянцевую поверхность с помощью жидкости Mark Fit сначала немножко размягчаем саму декаль и подложку, а потом при помощи Mark Fit Strong уже сверху фиксируем декаль и накладываем опознавательные знаки. Получается очень аккуратненько, и никакого серебрения декали и в помине нет. Вот такие у нас получились декали. И вот здесь символ почему-то эскадрильи в инструкции не нарисовано, куда клеить, но сама декаль есть, поэтому ориентируйтесь по фотографиям. И все вот эти вот датчики подкрашивайте, решеточки, различные теплозащитные панели. Все это ориентируйтесь, естественно, лучше на фотографию. Из листового тоненького пластика делаем дополнительные датчики угла атаки и сноса, которых в наборе нет. Ну и мы видим, что декаль достаточно яркая, гораздо ярче, чем у реальных самолетов. Будем ее приглушать блютаком, таким пластилином специальным, закрываем строевые огни и вот эту панель, защищающую от выхлопа. Опять же, очень-очень жиденько разбавляем краску. И вот здесь я специально увеличил, чтобы показать, как мы несколькими слоями декаль немножко приглушаем. Опять же, не переборщите, потому что это исправить уже будет нельзя. Декаль в наборе одна, соответственно, это будут проблемы. Но приглушить декали, я считаю, нужно.
Дальше у нас идет смывка, и еще раз вспоминаешь и радуешься, что купил модель именно фирмы Hobby Boss, а не другие модели Рафаля, потому что здесь для смывки очень большой простор, много линий расшивки, вот эти вот зубчатые линии для снижения заметности, все это очень здорово выделяется, и все это очень хорошо будет видно затем. Очень, конечно, важно смывку использовать, потому что я знаю, многие мои друзья говорят, что нет, смывка это что-то вот не для меня. Очень вам советую, попробуйте, ничего сложного в этом нет. И особенно на одноцветных каких-то моделях просто модель действительно преображается и получается совершенно другой уровень. Дальше при помощи ватной палочки, смоченной в White Spirit, удаляем излишки смывки. И там, где в щели смывки попадает много, она слишком яркая, кисточкой, смоченной просто в White Spirit, вот так вот убираем остатки. Получается достаточно здорово. Теперь берем набор Tamiya Weathering Master, и нас интересует здесь, конечно, масляные пятна. И при помощи вот этого вот цвета, такой специальной губкой, мы изображаем очень хорошо и подтеки топлива и масла, которых, в принципе, в эксплуатации у Рафалей появляется достаточно. И здесь мы все это изображаем на нижней поверхности, собственно, стараясь, опять же, не перебарщивать, потому что это очень легко. Дальше у нас потеки гидросистемы тоже привода закрылков и предкрылков. Собственно, вот предкрылки мы здесь сами закрыли, чтобы вот эти потеки у нас были видны как будто из-под них вытекающие. И дальше, собственно, вот по вкусу, как говорится, сахар-соль по вкусу. Вот здесь везеринг у нас идет по вкусу. Мне кажется, я чуть-чуть с ним переборщил. Можно было бы сделать это почище. Хотя, на самом деле, Рафали в реальной жизни встречаются и очень-очень-очень чумазые. Закрываем все это лаком полуматовым. И дальше наносим бортовые аэронавигационные огни красного цвета слева и зеленого цвета справа. Теперь самое время снимать маски, и вот такой вот срезанный под острым углом зубочисткой мы подцепляем их и дальше пинцетом уже снимаем. Действительно, маски у нас снимаются как единое целое, несмотря на то, что они у нас самодельные и составные. И сработали маски, я считаю, хорошо, потому что все закрыто и никаких потеков у нас нигде нет. Ну и финальные штрихи: устанавливаем колеса и вооружение. На какой хотите клей. Хотите суперклей, хотите обычный. Модель готова. Вот такая получилась история и такая получилась модель. Живьем увидеть Рафаль можно, конечно, только за границей. К сожалению, уже они не прилетают к нам на Максе, хотя пилотаж Рафаля — это всегда быстро, это всегда очень агрессивно, это всегда красиво и это всегда смело, как заход на посадку с полупетли, который неизменно вызывал аплодисменты. Надеюсь, что когда-нибудь Рафаль к нам вернется на авиасалоны и, может быть, по случаю какой-нибудь годовщины Нормандии Неман, может быть, просто так. Было бы приятно очень увидеть этот самолет в нашем небе, естественно, исключительно с мирными целями. Я уже начал следующую модель, и это будет МиГ-29 СМТ. Очень интересная версия, с тоже очень непростой и интересной судьбой. Поговорим о ней в следующий раз. Ну а пока просто подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всего вам самого доброго, до новых встреч!